начале цитата. «Коммуналки есть самый секретный в нашей стране объект. Иностранцев водят иногда на военные корабли, в атомные институты тоже разрешают, но в коммунальные квартиры ни ногой». Это цитата из романа современного классика Даниила Александровича Гранина. И она очень точно передает отношение к коммунальным квартирам в Советском Союзе. Не случайно ведь не сохранилось ни одного кадра кинохроники о коммуналках 50-х, 60-х, 70-х годов. До перестройки их не снимали. Официально коммунальных квартир как бы не существовало. Какие уж там визиты иностранцев. В России в коммунальных квартирах люди стараются не курить в собственных комнатах. Они выходят курить сюда. Потому что это, вот люди с советским сознанием, это ничье. Это государство, это даже, это ничье. Это общее место, поэтому они оставляют окурки здесь. Это советский менталитет. Это выглядит примерно вот так изнутри. Вам наверняка тоже, как и мне, смотреть эти кадры очень некомфортно, как-то обидно. Сразу понимаешь, что коммунисты были абсолютно правы, не пуская в коммунальные квартиры иностранцев. Такого гиперреализма ни в Эрмитаже, ни в Русском музее не выставляют. Весь мир не знает, что это такое, поэтому надо очень серьезно объяснять, что люди по какой-то причине живут вместе, которые не являются родственниками, не являются ни любовниками, ни любовницами. То есть, понимаешь, да, они даже не то, что там не любят друг друга, они зачастую ненавидят друг друга. И, конечно, у любого иностранца возникнет вопрос, а какого черта они делают в одном месте? Жильцы сознательно доносили на соседей в КГБ, чтобы забрать их комнату. После Великой Отечественной войны в Ленинграде уже почти не осталось людей, помнивших, что такое богатые дореволюционные квартиры. Новое отдельное жилье, сталинское, строилось, но в очень скромных объемах. В результате в городе выросло целое поколение людей, которые понятия не имели, что такое отдельная квартира. В 3 классе я живу здесь, меня мальчик пригласил на день рождения. Комната, нас накормили, коридор мы поиграли. Я вижу, еще 2 двери выходят в коридор. Я говорю, кто здесь живет? Он говорит, мы. Я говорю, минуточку. Мы ушли отсюда, кто живет здесь? Мы. Здесь мы. Я пришел, говорю, мама в классе учится ненормальный мальчик. 3 двери, он говорит, что везде живут они. Я думал, что это мания величия. А это просто была отдельная квартира. Кто же знал, что так бывает? И этот мальчишка на кинохронике до поры до времени тоже понятия не имел, что же такое отдельная квартира. Не узнаете? А это, между прочим, первая кинороль в жизни будущего народного артиста Михаила Боярского. Агитационный ролик «Спички детям не игрушка» для нас настоящая находка, потому что на этих кадрах комната в коммунальной квартире, та самая, в которой прошло детство Михаила Сергеевича. Только-только прошла война, все были счастливы. Это сейчас решетки на всех первых этажах. Раньше мы жили без решеток, не нужно было решеток. Все окна были открыты. Звонки были написано 1, 2, 3, 4, 5. У нас был вот такой звонок, то есть колокольчик звенел. Дрин-дрин-дрин-дрин-дрин-дрин. Кто откроет, то откроет. Дядя Фаня, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Выскакивали, все. Все тебя знают. Вот пострел, куда побежал. А вот сейчас ты мне кастрюлю мою. Михаил Боярский с удовольствием вспоминает послевоенное детство. В коммунальной квартире жизнь кипела. Соседей было больше 20, вода только холодная, тараканы. Но на эти коммунальные неудобства никто не обращал никакого внимания. Здесь были условия достаточно ужасные. Мы здесь 5 человек жили. Мама, папа, бабушка, Саша и я. 5 человек в 16-метровой комнате. Счастливое время было. Я лучше не припомню. Все мое, все свое, все люди братья. Все тебя любят, я всех люблю. Все отдаю, игрушки сразу в окно. Бум-бум, ребят, держи. Все играем в одни и те же игрушки. Все делятся всем. Все счастливы. Весь дом, весь двор, весь этот мир казался одной дружной коммуналкой. Эй, Шурка, Буся, эй, эй, эй. Тут тетя Фаня жила, которая склеить на 2 окна. А вот раз, два, три, 4-е и 5-е окно – это наши окна. Очень было удобно выскакивать из окна прямо во двор.
Что-то итальянское в этом было. Все в окно, все с бельем, все стирают, все колят дрова. Когда я выходил с парадной, вот из этой, я остановился и долго-долго смотрел на мир. И задумывался о чем-то. О, Сыч вышел. За 60 лет здесь все сильно изменилось. Часть коммунальных квартир расселили, на месте бывшей прачечной гаражи, двор уже совсем другой. И все эти изменения Михаил Сергеевич из года в год видел собственными глазами, потому что он единственный наш герой, который возвращается в свою коммуналку время от времени. Этот двор – личное воспоминание о лучшем времени в его жизни, когда были живы и счастливы вместе все его самые близкие люди. Мама молодая, папа молодой, брат молодой. Отсюда, из этого маленького рая, Мише переезжать очень не хотелось. Он покидал эти места со слезами. Не просто было и его родителям, как-никак целый кусок жизни. Но они ехали на окраину, на Благодатную улицу, в необжитой район, в крохотную, но уже полностью свою, отдельную квартиру. Папа привез машину из театра. Весь наш жалкий скарб поместился в грузовике вместе с котом, с банкой с карасями. Сели и поехали, а провожали нас, как будто мы на Благодатную. Это другой край земли, оттуда аэропорт видно было. Ой, прощайте, слезы, плач. Катя, да приезжай, да мы еще увидимся. Прошло 3 десятилетия, и Михаил Сергеевич вернулся в коммуналку в центре города. В знаменитом доме около Дворцовой площади он занимает квартиру, которая в недавнем советском прошлом была коммунальной. Этой плитой пользуются 2 семьи, понимаете? Например, одна хозяйка готовит на этой половине, другая на другой. И моет каждый только свою половинку. Понимаете? Если что-то случается с бытовой техникой, с газовой плитой или стиральной машиной, кто оплачивает ремонт? Кто пользуется плитой, скажем, соседка Юля и соседка Галя, они вот вместе совместно платят за ремонт плиты. Богатые гости из Новой Зеландии с искренним удивлением узнают о порядках. Выносить по очереди мыть. И еще с большим удивлением о нравах коммунальных квартир. Конечно, все зависело от соседей. Если не повезло, например, можно было попасть под пресс дедовщины. Мое единственное выходное платье, которое я ночью выстирала и повесила на кухне, в другом месте не было. Утром я нашла облитым подсолнечным маслом. Я никак не могла понять, за что это сделано. Надежда Симина, девочка из интеллигентной семьи, после войны попала в квартиру, в которой были представлены все слои советского общества. Не хватало только униженной интеллигенции. Соседи увидели, что Надя привезла с собой фортепиано, единственное, что осталось в семье от прежней жизни, и поняли, что нашли свою жертву. А в дни получек там был невероятный выпивон. Всю ночь гремели песни, драки. Я потом не могла понять, почему по графику дежурств по уборке мест коммунальных я всегда после этого выпивона. Ну, вы можете себе представить, что мне приходилось убирать. Негласные правила существуют на все случаи коммунальной жизни. Например, как не дать соседям занять лишнее место на кухне. Метили чернилами меточки, где кончался столик. Именно ваш. И если он умышленно нечаянно передвигался, это был повод для выяснения отношений. Или как поделить электричество. Товарищ завел в туалете свою отдельную лампочку. Но иногда, попользовавшись данным местом, он забывал выключить. И тогда один из соседей обходил остальные комнаты, осторожно стучал и говорил, что вот торопитесь воспользоваться. Или защитить свои вещи от соседей. На мыло, вот бабушка мне говорила, надо положить кусочек нитки, так вот, маленький, или волосочек уложить. Если смещено, значит, кто-то брал мыло. Подходишь к мылу, ага, волоска нет. Или чужой волосок, значит, кто-то мылся. Чужим мылом-то помыться одно удовольствие. В семейном чемодане я нашел потрясающий документ. Протокол собрания жильцов квартиры 10. Дата 8 октября 1952 года. Это наша квартира. Повестка дня о производстве стирки в помещении кухни. Постановили. Кипячение белья ни в баках, ни в ведрах не допускать. Подписи всех присутствовавших и председатель.
В.М. Васильев. Виктор Митрофанович, это мой дедушка. Однако могу вам сказать, что правило это существовало недолго, потому что в конце 70-х годов, и я это очень хорошо помню, наши мамы уже вовсю кипятили белье на нашей коммунальной кухне. Стиральных машин ни у кого не было, и постирать постельное белье было целой наукой. Тяжеленный бак нужно было от плиты дотащить до своего стола и здесь уже стирать. А дальше в умывалку, ну и так далее по кругу. Тяжело, на самом деле, без шуток. Зоя Ивановна, объясните, как вы выживали? Выжили, Алеша. Трудно, но выжили. Не зря классик сказал, есть женщины в русских селениях, а ведь Некрасов еще ничего не знал о коммунальных квартирах. В 1955 году, еще до 20-го съезда, было принято первое историческое решение правительства Никиты Хрущева. Именно тогда впервые был озвучен лозунг «Каждой семье отдельную квартиру, и неважно какую». Решено было строить быстро, просто и, главное, экономно. По всей стране как грибы начали расти легендарные пятиэтажки, которые в народе тут же начали называть... Нет, тогда еще не по фамилии генсека, не хрущевками. Их называли по фамилии первого проектировщика. И назывались они лагутенковскими. В некоторых городах, в частности в столице, их до сих пор называют именем моего дедушки. Ну и, соответственно, моим теперь тоже. Вот кому мы обязаны первыми малогабаритными квартирами. Дедушка музыканта Ильи Лагутенко, Виктор Иванович, спроектировал самые экономичные по себестоимости квартиры. Толщина стены в них была аж 4 сантиметра. Говорят, в таких квартирах было слышно, как у соседей в аквариуме дышат рыбки. Знаменитый внук за творчество своего дедушки вынужден вроде как оправдываться. Сама идея родилась, в общем-то, из директивы правительства и была рассчитана на пару десятков лет всего лишь. И к тому времени мы уже должны были жить в коммунизме. Впрочем, даже на пути к неизбежному коммунизму ленинградцы не обращали никакого внимания на все недостатки малогабаритного жилья и были готовы на все, чтобы почувствовать, наконец, каково это – выйти из коммуналки, быть хозяином отдельной, своей собственной квартиры. Выход из тюрьмы. Где-то это чувство было, да. Выхода на свободу, да, что ты можешь просто ходить в трусах по коридору. И никакая соседка не будет визжать при этом. Или сосед, что вернее всего, ревнивый. Что ты можешь ходить в трусах по коридору по своему собственному. Это, ребята, великое счастье. Символ является как бы свой унитаз. Я грубо говорю, но по идее вот ты можешь себе там позволить находиться хоть целый день. Теперь самое главное место в коммунальной квартире – туалет. Это не страшно. It's not so terrible. No, it's not so terrible. Yeah, it's not so terrible. But how many people? Yeah. Утром How many people to share? Сколько людей? Сколько людей пользуются сейчас? все. Все, everybody. Everybody. Он один на всех. Yes, one toilet. Утром. Утром могут выстраиваться очереди. Yeah, you can imagine that in the morning. Yes, you can find here quite a long queue. Я не смог бы убедить Флоранс в том, что свой личный туалет может довести до такого состояния. Ни в каком виде. В коммунальный унитаз, выражаясь образно, Виктор спустил свое счастье. 10 лет назад он, как молодой ученый, поехал на стажировку во Францию. И там встретил девушку своей мечты. Был тогда молодой, безбашенный, предложил ей жениться. Виктор был уверен, что он ухаживает за скромной французской студенткой. Но когда дата свадьбы уже была назначена, он узнал, что его невеста – богатая наследница. Глава семьи на субботнем обеде поставил на стол бутылку вина, на которой была написана его собственная фамилия Флоранс. Избранница оказалась владелицей виноградников, фамильного замка, ну еще много там чего. И пока Виктор дегустировал фамильное вино, он ломал голову, как же теперь сдержать свое обещание. Показать прекрасный вид на Неву из своего окна, которое находится в огромной и не очень ухоженной питерской коммуналке.
В общем, я запланировал, что всех моих соседей надо будет представить в качестве моих родственников. То есть у меня был такой план. Вот. Ну и, в общем-то, там появилась сразу моя сестра двоюродная, мой брат, какая-то двоюродная бабушка. Все это были мои соседи, ну, которые, конечно, во Флоранс не смогли бы рассказать правду, потому что по-французски они не говорили. Вскоре они прилетели в Санкт-Петербург. Вместе они обошли все музеи и все рестораны, но он так и не решился пригласить богатую француженку к себе домой. И она обиделась. Решила, что он ее обманывает, что он наверняка женат, что у него есть дети. Но она сказала, что, в общем-то, доверие с ее стороны, к сожалению, подорвано, а на такой базе она не может строить свою счастливую семейную жизнь. Вот так все и закончилось. Не сказав больше ни слова, она взяла билет и улетела. И никакие запоздалые объяснения вернуть ее уже не помогли. Со временем я просто понял, что, может быть, и не надо было стесняться, в общем-то, того дома, в котором ты вырос. Ну, как оно есть, так оно и есть. В общем-то, тогда бы все закончилось более благоприятно. К переживаниям молодого ученого Виктора можно относиться по-разному, но, уверяю вас, молодые люди, выросшие в коммунальной квартире, его ой как поймут. Вот факт из собственной биографии. Со своей будущей женой я познакомился в 1995 году. Как и положено молодым влюбленным, мы встречались каждый день, но к себе домой я пригласил ее только спустя 2 года. Все потому же, она жила на окраине, но в отдельной квартире, а я хоть и в центре, но в коммуналке. «31 июля 1957 года. Все советские газеты печатают жилищную программу. Внимание! Вот когда еще в 1957-м впервые были названы сроки, когда будет расселена последняя коммунальная квартира. Хрущев гарантировал, что коммуналок не останется к концу 60-х годов. Наивный человек. Постановление правительства обещало, цитата, «строить экономичные благоустроенные квартиры для заселения одной семьей». Одной – вот ключевое слово. Советские архитекторы получают срочное задание – проектировать крохотные квартиры, в которые вторая семья ну просто не поместится. Сказано – сделано. Специальные научные группы проводили целые исследования, как сжать пространство, но при этом не покалечить людей. Проводили массовые обследования, крайне детально, досконально изучалось, сколько кастрюлек и где можно разместить, как хозяйка должна двигаться в рационально организованной кухне. Проводили специальные съемки, когда с интервалом там, в долю секунды смотрели, как человек переставляет, скажем, с кухонного стола на кухонную плиту там, тарелку какую-нибудь. Все это фиксировалось и обводилось контуром и говорилось, вот этого достаточно. Дальше уже это излишество. В идеале общей площади быть не должно, как бы. Ну, одна жилая. Дальше всех пошел ленинградский архитектор Наум Матусевич. Полвека назад он спроектировал дома серии ГИ, в которых, внимание, проход на кухню и в спальню был возможен только через гостиную. То есть квартира предназначалась только для одной семьи. Коммуналку из нее сделать было невозможно в принципе. Но, как оказалось, Матусевич старался напрасно. Прошло совсем немного времени и выяснилось, что отдельных квартир на всех не хватает. Хрущевки стали заселять коммунально, а проектировщику объявили выговор строгий. Меня вызывали в горком партии, выговора выносили, там какие-то еще преследовали. Ну все, поезд ушел. Негласный запрет на заселение несколькими семьями новых малогабаритных квартир просуществовал совсем недолго, и уже к концу 60-х годов 40% хрущевок было превращено в коммуналки. 40%, и это только по официальной информации. А сколько на самом деле, не знает никто. Конечно, мы радовались, и мама радовалась. Ну, представьте, 64-й год, для того времени получить, ну, хотя бы, ну, трехкомнатные, 2 комнаты. Для мамы, конечно, это было счастье. Когда Наташа с мамой переезжали в новый дом, им завидовали все соседи, еще бы. До этого они ведь жили в сыром полуподвале на 5 углах. Но переехав, радовались не очень долго. Стены тонкие, все близко, все слышно. Что делается даже на 3-м этаже слышно. Что делает соседка, когда она приходит, когда хлопает дверь. Кто-то пришел на 3-м этаже, все это слышно. Такой итальянский квартал.
Как и в любой другой коммуналке, лотерея с соседями. Но здесь, в пространстве спрессованном до минимума, спрятаться было совсем негде. В хрущевских коммуналках конфликты были обострены до предела. Как только мама приходила готовить ужин, соседка появлялась тут же в кухне. Она вставала вот здесь и не давала ни мне, ни маме пройти. Это было сантиметров 40. Я стояла в коридорчике и ждала, когда она обратит на меня внимание, чтобы пройти. Иногда она просто чуть-чуть на 5 сантиметров сдвигалась, и мне приходилось через нее вот так протаскиваться в кухню. Раньше на этой 6-метровой кухне помещалось 3 стола. Абсолютно чужие семьи, с разным менталитетом, разного уровня культуры, люди, презирающие друг друга. Сосед стоял, курил, он курил, мы не курили никто, он курил, он стоял у этого окна, жуткого совершенно окна. Я входила, мне деваться было некуда, я хотела есть, я готовила еду, и он начинал свои жуткие, гадкие разговоры. Я, конечно, вылетала из кухни. Но даже закрывшись в своей комнате, наслаждаться одиночеством было невозможно. Каждый шаг, каждый чих соседей – все было слышно, будто стены не существует вовсе. Максимально отношения в квартире обострились, когда брат Натальи вернулся из армии. От унижавшего семью соседа Наташе с мамой брата приходилось натурально оттаскивать. Сосед сказал моей матери: я его посажу. Понимая, что все к тому идет, мама Наташи упросила сына, чтобы он снял комнату и переехал. А женщины промучились 30 лет. Вздохнуть спокойно они смогли только тогда, когда соседской семье дали отдельную квартиру, и семья Натальи заняла освободившуюся комнату. Когда они уехали, это счастье было приравнено, может быть, к рождению ребенка. Вот такого счастья я больше, наверное, в своей жизни не испытывала. Это ощущение свободы и, наконец, возвращение достоинства человеческого. О человеческой жизни мечтают все соседи Натальи. По-прежнему в доме много коммунальных квартир. И в этих скворечниках за каждой дверью свои в среднем 40 квадратных метров делят по 2, а то и по 3 семьи. Живут они в надежде, что когда-нибудь их дома пойдут под снос. Ведь строили их лет на 20, никак не больше. Как можно говорить о космосе, там, я не знаю, о тех позициях, где мы впереди планеты всей, да, зная, что вот огромное количество людей, то есть 700 тысяч, живет в коммунальных квартирах. Они рождаются, проживают свою нелегкую и невеселую жизнь в коммунальных квартирах и умирают там же. Без единой надежды. Ой, какой прекрасный пирог получился. Закончив коммунальное путешествие, новозеландцы принялись фотографироваться. А то, говорят, никто бы их рассказам не поверил. А в коммунальной квартире остались жильцы, 10 человек, большинство из которых мы так и не уговорили показаться перед нашей телекамерой. Ну, они поделать-то, в принципе, ничего не могут. Потому что у каждого собственность только на его конкретную комнату, а места общего пользования, кухня, ванная, коридоры, да, они находятся в совместном использовании. И я могу снимать кино вот, про свои комнаты и про то, чем я имею право пользоваться. С точки зрения закона меня ничто не ограничивает тут делать что-то. Я же не нарушаю их, как вот говорят, надо privacy, да, их личную территорию, не заглядываю к соседям. Я в своей квартире заглядываю. Мои жильцы, они, в общем-то, с пониманием относятся. Им даже весело. А сами вы живете в отдельной? Да, я живу в отдельной квартире. Но очень, я этому очень рад. Не знаю, как у вас, а у меня отношение к этой экскурсии и к этому экскурсоводу двоякое. С одной стороны, внутренний патриотизм однозначно указывает: Михаил делает что-то не очень правильное. С другой стороны, страна у нас свободная. Кого хочет, того и приглашает к себе в дом. Я расскажу вам, что я почувствовала. Меня потрясло, когда я увидела маленького мальчика, живущего в маленькой комнате. Я подумала, неужели он будет расти в такой обстановке? Это очень грустно. В Новой Зеландии мы привыкли к простору, к тому, что личная жизнь каждой семьи неприкосновенна. И это так действует на нас, наверное, потому что мы не привыкли к такой жизни. Эти люди довольны? Они счастливы? Смотреть эти кадры больно. И эти комментарии иностранцев такие невеселые для нас. Лучшее подтверждение тому, что нам нужно как можно скорее расселить коммунальные квартиры. Они
унижают чувство человеческого достоинства, они портят имидж нашей страны, в конце концов, в глазах цивилизованного мира. Дай-то Бог, чтобы это уродливое наследие советского строя поскорее осталось в прошлом. Это была 4-я серия проекта «Коммунальная столица». Продолжение следует.